Это пример воронки продаж, которая настроена внутри Telegram-бота. Пользователь запускает Telegram-бота, отвечает на несколько сообщений, затем получает от меня заранее записанные уроки и сообщения по определенному сценарию. Пройдя этот сценарий, человек в идеале покупает у меня мой платный продукт или забирает какой-то мой бесплатный подарок и остается у меня в базе клиентов. И обычно такая воронка покупается у технического специалиста за 35, 50, 75 тысяч рублей в зависимости от сложности. И обычный человек на конструкторе ботов такую штуку собрать не может. А в сегодняшнем видео я хочу вам показать инструмент, с помощью которого можно собрать такую воронку продаж. При этом она будет с подключенным искусственным интеллектом и работать будет в Telegram, Авито и в Максе. При этом можно не просто вести человека, клиента своего, по заранее заданному сценарию, но и интерактивно отвечать на его вопросы с помощью искусственного интеллекта по своей базе знаний, обучив нейронку, предварительно скинув ей презентации, документы и прочие важные вещи, чтобы она знала про наш продукт, ассортимент, услуги и так далее. Причем сама нейронка соберет нам эту воронку продаж. Этот инструмент называется микро-CRM, и после регистрации вы попадете вот на такой дашборд с основными цифрами вашего бизнеса. Новых клиентов вы можете добавлять вручную через кнопку «Добавить клиента», или они автоматически подтянутся сюда, когда будут запускать ваших чат-ботов. И причем чаты с этими чат-ботами будут сваливаться со всеми этими клиентами из разных мессенджеров в одно окошко чаты в личном кабинете, то есть из Telegram, Max или Авито. Самого чат-бота, то есть воронку продаж, мы будем собирать на вкладке «Чат-бот». И здесь для того, чтобы создать первый сценарий, нужно для начала подключить хотя бы интеграцию в Telegram. А все остальные интеграции находятся в разделе «Компания» на вкладке «Интеграции». Здесь можно подключить Telegram, Max Messenger, Avito Messenger или Webhook. То есть вы можете настроить интеграцию со своей другой CRM-системой для того, чтобы воронка продаж работала в вашей системе. Тут есть виджет для сайта, который можно повесить на сайте, и он будет знать информацию с вашего сайта и консультировать клиентов. Можно отдельно подключить нейронки или аккаунт в Google для доступа к Google документам, календарю и прочему. А, Все самые классные фичи в этом сервисе находятся в Pro-тарифе, и у меня есть промокод для того, чтобы Pro-тарифом пользоваться 14 дней бесплатно. Для этого нужно перейти во вкладку «Подписка» и ввести здесь промокод. У меня он находится вот здесь. Называется BEFB14 «Активировать». После активации у нас будет активный Pro-тариф, который стоит 1990 рублей в месяц на 14 дней бесплатно. Теперь можем перейти к интеграции чат-бота. Создаем первый сценарий. В одном тарифе доступна интеграция одного Telegram-бота, одного Авито-бота, одного Max-бота в рамках одной подписки. Он просит нас настроить бота в Telegram. Нажимаем на кнопку «Настроить Telegram», вводим название нашего бота, например, «Телеграмотный». И нужно вставить токен нашего бота. Если вы не знаете, где его брать, нужно перейти в Telegram и найти там отца всех ботов. Он называется BotFather. Запускаем его и открываем окошко. У нас будет показан список всех наших текущих ботов. Если у вас их нет, у вас будет просто кнопка «Создать новый бот». Создаем нового бота, придумываем ему название, например, «Телеграмотный», и пишем «Телеграмотный бот». Окончание бота должно быть именно на слово «бот». Создаем, нажимаем «Скопировать токен», то есть у него есть секретный ключик, с помощью которого можно этим ботом управлять. Копируем этот ключик и вставляем в настройках микро-CRM. Нажимаем «Сохранить» и ждем, пока закроется вот это окошко. Сейчас написано, что бот не настроен, это окошко закрылось. Это значит, что интеграция Telegram-бота случилась, он подключился к нашей микро-CRM, и теперь мы можем создать свой первый сценарий. Здесь мы выбираем, что мессенджер для этого сценария выбран по умолчанию Telegram. Мы придумываем название, например, «Воронка продаж» какого-нибудь продукта. Например, курса по вайп-кодингу, скажем. Здесь мы, давайте напишем «Курса по вайп-кодингу». Краткое описание. Воронка продаж, через которую проходят потенциальные клиенты для того, чтобы записаться на курс по вайп-кодингу. Дальше у нас здесь будет иконка этого сценария. Можно добавить теги для того, чтобы потом было легко найти этот сценарий. Сценарий по умолчанию активный, мы нажимаем «Создать». И попадаем в редактор сценариев, нажав на него. Мы можем создать вручную, начиная с триггеров и всяких разных узлов, они называются ноды,
Или можно создать своего бота с помощью AI. Вот это пространство очень похоже на другие конструкторы ботов, например, BotHelp или SailBot. Если вы когда-нибудь собирали бота на таких конструкторах, вы здесь не растеряетесь. Но ключевая особенность или отличие — это то, что можно позвать всегда в любой момент из правого верхнего угла AI-ассистента, который не просто проконсультирует и подскажет, куда можно тыкнуть или напишет текст, а сам может собрать узлы. Вызвать можно либо с центральной кнопки, либо, как я уже сказал, справа сверху. Работать он может в нескольких режимах. В режиме создания он генерирует сценарий с нуля. В режиме редактирования он может редактировать какие-то узлы в вашем уже готовом сценарии. В режиме чата вы просто можете его погонять, поспрашивать вопросами. Он ничего не будет трогать, ничего не будет переделывать, будет только консультировать и отвечать на вопросы. В режиме помощника вы вызываете его, если хотите, чтобы он подсказывал на каждом этапе, что нужно сделать. Если вы включаете режим помощника, он делает прямую генерацию, то есть без дополнительных остановок, просто сразу создает сценарий. Теперь мне нужно только описать задачу. Например, я хочу, чтобы люди запускали бота, получали информацию от заранее обученного ИИ-ассистента о моем курсе по вайп-кодингу и записывались на платный курс. Я хочу создать такого бота, в которого будут попадать потенциальные клиенты, мои подписчики. Бот должен будет консультировать их по заранее полученной от меня информации, то есть бот должен быть заранее обучен про мой курс по вайп-кодингу, где люди с помощью нейросетей создают телеграм-ботов, расширения, сайты и так далее. Люди попадают в этого бота, запускают его. Бот должен задавать им уточняющие вопросы, квалифицировать лидов и затем вести их по определенному сценарию до покупки платного продукта. То есть я описал эту задачу не как технический специалист, как обычный предприниматель или как обычный автор или блогер. Я хочу вот, чтобы у меня был такой бот, я его запускаю в генерацию. Здесь показан счетчик токенов, которые спишутся за эту генерацию, потому что, как и все, что связано с нейросетями, сервис MicroCRM тоже работает с помощью токенов. Эти токены включены в тариф или их можно докупать отдельно. Это все можно посмотреть на вкладке «Тарифы». Я отправляю задачу, и так как у меня выключен помощник, генерация будет прямая, то есть он, не спрашивая ничего у меня, по идее, должен создать первый сценарий. Посмотрим, нужно подождать буквально пару минут. Пару минут прошло, и у меня готовая настроенная цепочка моего бота. Давайте посмотрим, что здесь внутри есть. Мне нужно увеличить. Так, зажимаю пробел для того, чтобы перемещаться внутри. Зажимаю Command для того, чтобы покрутить колесиком и увеличить масштаб. Ну и, в принципе, вот. Сначала у нас триггер. Это запуск бота через команду Start. Это стандартный триггер для старта любого бота в Телеграме. Затем мы видим здесь приветствие. Если дважды кликнуть на узел, у нас открывается окно настроек, где мы можем настроить сами сообщения, которые получит человек после запуска бота, что он здесь получает в начале. Здравствуйте, я ваш персональный консультант по курсу Vibe Coding. На этом курсе мы обучаем созданию сложных IT-продуктов, ботов, расширений сайтов с использованием нейросетей без глубоких знаний программирования. Чтобы я мог подобрать для вас оптимальную программу, расскажите, пожалуйста, какой проект вы бы хотели реализовать в первую очередь. То есть он начинает сегментировать клиента. Здесь стоит галочка «Ожидать ответ пользователя», то есть сценарий не двинется дальше, пока мы не получим ответ от пользователя. Здесь есть галочка «Удалить сообщение после ответа». Нам это не нужно, потому что нам нужно, чтобы история переписки сохранялась в боте. И ответ пользователя всегда можно сохранить в отдельную переменную для того, чтобы потом ее использовать повторно где-то в следующих узлах. Мы можем добавить картинки, которые будут отправляться вместе с этим сообщением, или добавить кнопки по рядам, то есть чтобы общение было не текстом, а с помощью кнопок. То есть мы можем заранее предоставить на выбор разные кнопки, и дальше у нас здесь есть доступные переменные и формулы. Нас здесь ничего не интересует. Мы закрываем этот узел, и у нас есть узел, который требует внимания. Это узел ИИ-агента или ИИ-консультанта, ассистента, который должен, собственно, по нашей базе знаний отвечать на вопросы клиентов. Сейчас у нас здесь не выбрана нейросеть,
Мы выбираем нейросеть Gemini 3 Flash. Название узла у нас и консультант, можно его поменять. И здесь системный промпт плюс роль. Ты ведущий эксперт и консультант курса по вайп-кодингу. Твоя задача квалифицировать лида и подготовить его к покупке. Информация о курсе такая-то, название такое-то, целевая аудитория такая-то. Твои задачи в диалоге: уточнить текущий опыт, бла-бла-бла, квалифицировать. Стиль общения строго деловой, профессиональный, без использования эмодзи. Ответы должны быть краткими и конструктивными. И промпт пользователя, то, что ответил пользователь, находится в переменной message text. Это чат-сессия, то есть диалог с ИИ будет идти в цикле, пока не сработает триггер выхода, то есть когда человек не напишет определенную команду. Ну, например, есть стоп, exit, выход, сообщение при выходе, которое мы отправляем ему, вот такое, и триггеры для продолжения. ИИ вызывает триггер, когда успешно условие выполнено. Например, вызывается этот триггер, когда пользователь предоставил информацию о своих целях, опыте и подтвердил интерес к обучению. У нас есть поля для данных. Это опыт пользователя, основная цель, какой проект хочет сделать клиент, и краткое резюме студента. Это помещается в переменную, которая называется lead info. Здесь у нас есть возможности включить расширенный поиск, разрешить поиск в интернете. Мы можем научить бота сразу же расшифровывать голосовые сообщения. Если пользователь будет присылать ему голосовухи, бот их поймет. Можем попросить агента ввести память о клиенте и написать отдельную инструкцию для памяти, что именно нужно запоминать. Предпочтение, бюджет, историю обращения и так далее. И дальше у нас есть комментарий, чтобы мы не запутались, для чего этот узел. И у нас здесь нет сейчас предобученной системы, то есть практически нигде у нас здесь не указывается наша информация о нашем продукте, какие у нас цены, есть ли рассрочки, что будет на курсе, какая программа. Сейчас я покажу, как это сделать. Когда мы находимся на нашей доске в режиме редактирования, мы в любой момент снова можем позвать ассистента, переключить его в режим чат и обсудить с ним что-то касаемое этой доски. Задать вопрос, получить ответ, и он изначально не будет ничего редактировать, он будет только подсказывать и объяснять. Например, я хочу, чтобы этот бот-консультант знал чуть больше о моих продуктах. Как организовать так, чтобы я мог дообучать периодически этого бота, а он, чтобы мог в процессе консультирования людей находить актуальную свежую информацию в документах, которые я ему загружу. Какой узел за это отвечает и что для этого нужно сделать? То есть мы задаем вопрос, нейронка, читая всю вот эту стену, все эти схемы и узлы, может отвечать нам на вопрос, потому что в ее голове, грубо говоря, если так можно выразиться, есть информация о всех узлах. И вот что он нам предлагает. Для реализации вашей задачи необходимо использовать узел RAG-диалог. Это узел специально предназначен для работы с внешними базами знаний и позволяет ИИ находить ответы в загруженных вами документах. Вот как это работает и что нужно сделать. Нужно использовать RAG-узел, создать базу знаний, обновить информацию, настроить системный промпт. Он сразу предлагает применить мне эти изменения. И смотрите, он сейчас находится в режиме чата. Я нажимаю «Применить изменения». У меня сразу появились все эти изменения в виде готового промпта, то есть мне не надо заново писать этот промпт и просить его это сделать. И дальше я отправляю его применить эти изменения. И сейчас внешний вид моей схемы изменится, потому что нейронка перешла в режим редактирования и теперь может редактировать узлы. А я, в свою очередь, могу настроить этот самый RAG-диалог с помощью документов, которые я загружу в нейронку. Как это будет происходить? Сейчас покажу. Если я сейчас выйду из личного кабинета, мне придется сохранять черновик, поэтому я лучше дождусь, пока нейронка закончит. Сценарий сгенерирован, отредактировано 8 связей, 9 узлов. У меня здесь где-то должен появиться RAG-консультант. Вот он. Вот он, RAG-консультант. Если я сейчас открою его, то у меня появится возможность настраивать, во-первых, какая нейросеть будет работать с моей базой знаний, и у меня здесь есть раздел «Управление документами». То есть сейчас у меня не выбран ни один документ, мне нужно перейти в раздел «Управление документами». У меня открывается специальный раздел в личном кабинете, который называется «RAG пространство». Вот сюда я могу скидывать документы, презентации, PDF, вордовские файлы,
даже видео, он съест любой документ и из него попытается достать нужную информацию. У меня есть вот такой документ, он подготавливался для другого проекта, но он идеально подходит. Это база знаний по курсу по вайп-кодингу. Здесь перечислено, что есть на курсе, как растет цена, какие условия для рассрочек, возврата, кто ведет курс, какие у него регалии и так далее. И дальше мы загружаем этот документ сюда, в это рак-пространство, он обрабатывается. Он легкий, в формате Markdown, поэтому он обрабатывается довольно быстро. Сделано 8 фрагментов. Если погружаться в тему, то нейронка сама нарезает этот документ на нужные части, чтобы в нем быстро искать. Это называется векторный поиск. Теперь я могу вернуться обратно в свою панель управления воронкой и выбрать документ, на основе которого консультант будет отвечать на вопросы людей. Здесь для настроек поиска можно увеличить количество фрагментов, которые он будет искать при каждом запросе. Здесь у него системный промпт. Ты ведущий эксперт курса по вайп-кодингу, отвечай на вопросы, исходя из базы знаний. И, в общем, здесь у нас все готово. Теперь сохраняем черновик. На всякий случай показываю, что если вдруг что-то нейронка сделала не так, и вам не нравится, и вы хотите вернуться на предыдущую версию, можно открыть историю версий в левом верхнем углу и восстановить каждую отдельную версию, которая была, например, 10 минут назад, 20 минут назад. Хранится здесь последние 5 версий. Это создает нам пространство для маневра, мы можем настроить что-то, потом, если нам не понравилось, откатиться, вернуться и так далее. Теперь, по идее, этот диалог будет идти через мой документ, в котором описана вся информация о моем курсе. Я могу перейти на вкладку «Тест», и что самое забавное, я могу не открывать вообще своего Telegram-бота, а провести весь тест здесь, не покидая личный кабинет. Я запускаю команду «Старт», бот печатает мне ответ. Здравствуйте, я ваш персональный консультант на курсе по вайп-кодингу. На этом курсе бла-бла-бла. Я хочу спросить сразу, кто ведет этот курс? Потому что вот в этой информации, которая у меня была в схеме, нигде нет информации об авторе. Но информация об авторе курса есть в документах, которые я подгрузил, в документе, который я подгрузил. Смотрим, что у нас тут получилось. Я изучил ваши цели. Ну, здесь я, видимо, неправильно составил промпт, который нужно подкорректировать. Попробую еще раз. Кто ведет этот курс? Потому что здесь был вопрос, чтобы я мог подобрать для вас оптимальную программу, расскажите, пожалуйста, какой проект вы бы хотели реализовать в первую очередь. Сейчас попробуем. Доберется ли он до рак-консультанта или он застревает на узле приветствия? Сейчас посмотрим. Все, вот, он первый вопрос засчитал как ответ на цели и сразу выдал заготовленный ответ, заготовка, да, я изучил ваши цели, готов ответить на любые ваши вопросы по программе. А дальше он сходил в мой документ и достал оттуда нужную информацию со всеми цифрами, опытом, проектами и так далее. То есть вот этот вот момент нужно пофиксить, что на первый вопрос он выходит с ответом «Я изучил ваши цели». Это приветственное сообщение. Это можно переписать, но по факту вот так, общаясь с нейронкой, я могу составить полностью рабочую воронку, где я буду цепочкой сообщений догонять пользователя по определенному сценарию, жестко фиксированному, или оставлю это как онлайн-консультант, который может определять людей, их цели, задачи и продавать им курс по условиям, которые могут меняться. То есть я могу менять базу знаний, так называемое рак-пространство, и там эта информация будет подсасываться автоматически в бота. То есть мне теперь не нужно переписывать что-то в боте, мне достаточно обновлять вот эти файлы, которые у меня находятся в разделе рак-пространства. Ассистенты с искусственным интеллектом можно использовать не только тогда, когда мы настраиваем воронку продаж через Telegram-бота. Здесь и ассистент или помощник, он работает на уровне всей микро-CRM. То есть, если вы не можете найти какой-то раздел в настройках, то вы можете вызвать вот этого помощника внизу в правом углу и спросить у него, какой у вас баланс, помочь найти задачи на сегодня, показать клиентов. Он знает про клиентов, про баланс, про задачи, про управление проектами. Например, у меня есть сотрудники, я бы хотел их добавить в CRM. Как мне это сделать? Спрашиваем у него, и он подскажет, в каком разделе находится раздел с управлением сотрудниками.
Вот ответ. Чтобы добавить сотрудников, вам необходимо перейти в настройки, команда. Там вы можете отправлять приглашение новым пользователям. Если вам нужна помощь с распределением ролей или настройкой доступов, уточните их имена или задачи. И здесь же в этом AI-ассистенте можно ставить задачи себе или другим участникам. Поставь для меня задачу, чтобы я провел внутреннее обучение для сотрудников, как пользоваться микро-CRM. Ставлю задачу, ждем, и он сможет поставить задачу, которая появится в отдельном разделе меню, который называется «Задачи». Смотрим. Готово. Задача создана. Заголовок «Провести внутреннее обучение по микро-CRM». Установил срок на неделю до 21 мая. Если нужно изменить дату или добавить детали, дайте знать. Закрываем AI-ассистента, идем в раздел «Задачи» и видим там задачу. Вот она. Она с просроченной датой почему-то на 21 мая. Здесь в задачах я могу ставить описание задачи, подзадачи, вложения прикладывать, смотреть историю комментариев или активности, упоминать других сотрудников, выбрать статус для этой задачи, приоритет. Могу ее переложить, например, к выполнению, назначить ей сроки, привязать клиента по этой задаче и так далее. Короче, это полноценная канбан-доска, с помощью которой можно ставить самому себе или другим участникам задачи. Можно их перетаскивать вот так, от одной к другой, и все это будет работать как в Trello примерно. Ну и, собственно, по чат-ботам и всем остальным активностям AI-ассистент тоже может помочь в работе. Сейчас наш бот не запущен в продакшн-версии, то есть мы его можем тестировать через кнопку «Тест», можем сохранять черновики, но если я хочу, чтобы этим ботом могли пользоваться мои текущие клиенты, мне нужно нажать на кнопку «Опубликовать». Тогда бот переходит в другой статус, он будет в статусе «Опубликован», и теперь его можно будет запустить. Открываем нашего бота, запускаем его, и теперь он должен отвечать нам. Здравствуйте, я ваш персональный консультант по курсу вайп-кодинг. На этом курсе бла-бла-бла. Чтобы я мог подобрать для вас оптимальную программу, расскажите, пожалуйста, какой проект вы хотите реализовать. Хочу сделать свою собственную CRM-систему. Отвечаем. Он в цикле должен ответить, да, вот он отвечает за заранее подготовленным вот этим сообщением. Я изучил ваши цели, готов ответить на любые вопросы. Сколько стоит курс? Он отвечает по стоимости. Я, правда, не помню в документах, которые я подгрузил, есть ли там актуальная цена, потому что сейчас он, возможно, не ответит по этой задаче. Да, получился общий ответ, потому что у меня в документах нигде реальная цена не указана. Да, опыт в программировании был. Сейчас он меня погоняет вопросами, и по идее в какой-то момент, когда он закроет все вопросы, соберет все мои цели, задачи, мой уровень, он сможет передать меня как лида администратору. В итоге, позадавав вопросы, он уточняет, готов ли я перейти к менеджеру, к живому человеку, ну, потому что так настроена воронка. Он меня перевел на менеджера, то есть менеджер должен, по идее, со мной связаться. У меня в личном кабинете есть в разделе «Чаты» общение с этим человеком. Я могу просмотреть весь диалог, просмотреть всю историю переписки. Для этого нужно переходить на вкладку «Бот». Здесь я вижу сообщения, которые были оставлены от бота. Теперь, по идее, у меня в уведомлениях будет висеть сообщение о том, что клиент решил перейти ко мне. У меня в воронке это было настроено, по-моему, через Telegram. Вот здесь у меня есть узел, который называется «Уведомления», и он отправляет мне, я так понял, на почту и в Telegram. Telegram должен быть предварительно привязан. Для этого нужно в настройках указать информацию о себе, вот здесь подключив свой юзернейм. И в Телеграме у меня уже будет висеть сообщение о том, что новый квалифицированный лид, имя Артем Телеграмотный, цель создать там собственную CRM-систему, опыт, есть опыт в программировании, резюме такое-то, такое-то, но я не сделал в шаблоне, чтобы была ссылка на человека, чтобы я ему мог написать. Это мое упущение. То есть в разделе «Чат-бот» нужно прогнать воронку несколько раз через потенциальных клиентов для того, чтобы понять, какие там узкие места есть. Например, у меня там есть заготовленные шаблонные слова, которые нужно убрать, или переместить шаг там, где есть заготовленные автоматические сообщения. И нужно вот здесь в разделе поиска менеджеров тоже можно убрать заготовленные сообщения, которые у нас там есть.
Но это уже нужно дошлифовывать с помощью нескольких подходов. Тут, например, вот у нас, где точка выхода для квалификации лида, мы можем передавать не менеджеру, например, а сразу вести на оплату. Если человек, допустим, выявлен как квалифицированный лид, чтобы сразу мы переводили его на оплату. Просто у меня здесь никакой сервис оплат не подключен, реальный сайт не подключен, ссылка на оплату с участием не настоящая, а только примеры, да, вот example.com. Но все остальное можно заменить и настроить под себя. Получается, теперь можно не звать технического специалиста для того, чтобы настроить свою собственную воронку продаж внутри Telegram или внутри Авито или Max мессенджера. Можно для этого гонять нейронку внутри сервиса MicroCRM. Ссылку на нее я оставлю в описании, плюс промокод, который дает 14-дневный доступ к Pro-версии, тоже будет в описании. Берите и в закрепленном комментарии. Если это видео понравилось вам, поставьте ему лайк, в комментариях пишите ваши вопросы, пожелания и предложения, и подпишитесь на канал. Меня зовут Артем Исламов, это канал «Лысый из браузера». Я рассказываю про искусственный интеллект так, чтобы вам было проще жить и работать. Увидимся в следующем видео. Пока.